Холодным вечером, когда солнце клонилось к закату, владелец популярной сети ресторанов надел свою самую старую, изодранную одежду и вышел на улицу, переодевшись бездомным. Он направился в один из своих собственных ресторанов, решив своими глазами увидеть, как его сотрудники обращаются с теми, кому повезло меньше. Они и не подозревали, что перед ними стояла задача определить, кто унаследует его огромный бизнес. Поэтому он решил провести тест и обнаружил нечто неожиданное. Мистер Сантьяго происходил не из состоятельных людей. Мать растила его в одиночку, работая за минимальную зарплату, и он выходил на подработки, чтобы помочь ей. Мистер Сантьяго начал мыть посуду в ресторане и в конце концов стал поваром. Но он хотел добиться большего, поэтому начал посещать вечерние бизнес-курсы в местном колледже, а позже стал сам себе хозяином. Его первый ресторан был небольшим, с простым меню, но он был великолепен и пользовался популярностью у людей. Сантьяго одолжил свой первый кредит в банке, чтобы открыть заведение в Чикаго, и с этого момента его успех взлетел до небес. Его рестораны завоевывали награды, лучшие шеф-повара со всей страны хотели работать на него, и с тех пор все пошло как по маслу. Он был самым уважаемым ресторатором в городе. Но время шло, и мистер Сантьяго больше не мог управлять своими ресторанами, потому что из-за болезни он едва мог выходить из дома. Его врачи объяснили, что, возможно, пришло время привести в порядок его дела, и вот так он столкнулся с дилеммой. У мистера Сантьяго не осталось семьи. Он так и не встретил любовь всей своей жизни, несмотря на то, что получал массу ухаживаний от женщин. И детей у него тоже не было. Кому мне оставить свое имущество? Он часто задавался вопросом. Один из его адвокатов предложил передать все благотворительной организации, но он хотел все хорошенько обдумать, прежде чем оформить завещание. Он уселся за широким столом своего дома с блокнотом в руках. «Я оставлю бизнес тем, кто, как и я, боролся изо всех сил, чтобы по-настоящему развить бизнес. Но как я могу это выяснить? Стоит ли мне заглянуть в резюме менеджера и шеф-повара? Это кажется таким безличным», — мистер Сантьяго размышлял вслух. Но тут его осенило, и он придумал план. Он переоделся в свою самую старую одежду и купил потертую подержанную трость. Он отрастил бороду перед тем, как отправиться в свои рестораны. «Сэр, извините, вам сюда нельзя», — сказала менеджер. И когда мистер Сантьяго попытался настоять на своем, она вызвала охрану. «Ладно, вы ничего не получите», — подумал он и направился в другой свой ресторан под названием «Lure Desert Oils». «Уходи, старик». Бездомным вход в это отмеченное звездой Мишлен заведение запрещен. После закрытия можешь поискать остатки еды в мусорном баке, презрительно фыркнула директор. Вот это да. У меня не самые лучшие сотрудники в мире, уходя, отметил он про себя. Но с другой стороны, мистер Сантьяго уже несколько десятилетий не занимался подбором персонала. У него была управляющая фирма, которая занималась всеми этими делами. Затем он появился в Cinnamon, популярном баре-ресторане среди чикагских знаменитостей. Но ему снова не разрешили зайти внутрь. «Чувак, вали отсюда. В этом заведении действует дресс-код, и оно слишком дорогое. Ты можешь посетить ближайшую бесплатную столовую», — огрызнулась официантка. Он уже терял надежду. «Наверное, никто из моих сотрудников не считает, что все заслуживают дружеского отношения», — с грустью подумал он. Но мистер Сантьяго захотел попробовать еще одно заведение — «Бамбино». Этот ресторан выглядел необычно, но был похож на его первое заведение в родном городе. Здесь подавали вкусные и аутентичные блюда итальянской кухни, которые были его любимыми. На этот раз он решил зайти в подсобку и попробовать блюда оттуда. Он постучал в заднюю дверь, и оттуда вышел шеф-повар. «Могу я заказать здесь покушать? У меня есть деньги, чтобы заплатить», — сказал мистер Сантьяго. Шеф-повар попросил подождать несколько минут и закрыл дверь.
Мистер Сантьяго был уверен, что шеф-повар сейчас приведет менеджера и охранника, чтобы прогнать его. К счастью, этого не произошло. Шеф-повар открыл дверь и пропустил его внутрь. «Спасибо. А как вас зовут?» — спросил мистер Сантьяго. «Меня зовут Бенджамин Флинн. Я местный шеф-повар», — ответил мужчина. Он провел мистера Сантьяго к столику рядом с кухней. Это была закрытая часть ресторана, и попасть туда было невозможно. Пожилой мужчина поблагодарил его и сел. Они обращались с ним как с членом королевской семьи. И когда мистер Сантьяго попросил счет, шеф-повар сказал, что он уже заплатил. «Зачем вам это понадобилось?» «Я сказал, что у меня есть деньги». Мистер Сантьяго притворился рассерженным, хотя на самом деле был доволен. «Сэр, я знаю, вы, вероятно, долго копили эти деньги, чтобы поесть здесь. Еда здесь великолепная, но цены на некоторые блюда немного завышены. На мой взгляд, вам следует сэкономить эти деньги», — сказал Бенджамин. «Знаете, многие другие рестораны не пускали меня». «Почему вы это сделали?» — спросил мистер Сантьяго. «Я принял вас, потому что знаю, каково это — быть в вашем положении. Я долгое время был бездомным, пока один добрый человек не предложил мне работу много лет назад. Он научил меня быть шеф-поваром», — рассказал Флинн. «Я слышал, что это одно из лучших заведений в городе», — добавил мистер Сантьяго, желая узнать побольше. «Да, это так. К тому же это идеальная работа. Я восхищаюсь ресторатором, который создал это заведение. Однажды я планирую открыть свое собственное заведение, которое будет радовать всех, будь то богатые или бедные», — заявил шеф-повар. Мистер Сантьяго был удивлен, что Флинн не узнал его, но, должно быть, это из-за того, что он не видел его много лет. «Спасибо вам, молодой человек. Вы дали мне пищу для размышлений», — сказал он шеф-повару. Затем мистер Сантьяго встал, оставил на столе несколько долларовых купюр и ушел. Тем временем Флинн помахал пожилому мужчине на прощание и продолжил работу. «Шеф, мужчина оставил на столе $1000, — сказала одна из его официанток. «Что? Это невозможно!» Шеф-повар нахмурился. После того, как официантка передала ему деньги, он вышел на улицу и попытался найти бездомного, но безуспешно. Тогда он решил разделить деньги между своими сотрудниками. Несколько месяцев спустя он услышал о смерти мистера Сантьяго и был удивлен, увидев его фотографию по телевизору. Неделю спустя он испытал еще больший шок, когда с ним связался адвокат мистера Сантьяго. Пожилой мужчина оставил ему все, включая короткое письмо, написанное от руки, в котором объяснил, почему он выбрал Флинна в качестве своего наследника. Письмо заканчивалось словами: «Я надеюсь, ты справишься с задачей стать самым известным ресторатором в городе. Твоя еда вкусна, но теперь начинается самое трудное. Удачи!» Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.